Остров грез. Автор Владимир Коун. Боже, как он кричал. Я думал, что сойду с ума от его нескончаемых воплей. Вокруг стояла кромешная тьма, и ничего не было видно, но впечатление складывалось такое, будто парня заживо режут на куски. Его нескончаемые мольбы о помощи, просьбы прекратить, остановиться, слушать их и не иметь возможности даже приблизиться, не то чтобы противостоять. Господи, да это было невыносимо. Я мечтал зажать уши, но сжавшаяся в комок Кэтрин так плотно прижималась к моему плечу, крепко вцепившись в руку, что я с трудом мог ей шевелить. Помимо душераздирающего крика Майка, где-то недалеко в истерике билась Дафна, а Лорна без конца бубнила что-то нечленораздельное. При этом ее голос перемещался, сопровождаясь звуками, похожими на глухой топот и судорожное царапанье ногтей. Словно она на четвереньках двигалась туда-сюда по комнате, остервенела, скобля пальцами по бетонному полу. Дафна ничего такого не делала, но ее истошные вопли не казались от этого менее обезумевшими. Казалось, этому кошмару не будет конца. Что касается Кэтрин, то, как ни странно, несмотря на потерявших самообладание подруг, она держалась спокойно. По крайней мере, она не визжала и не размахивала руками, словно умалишенная. Вместо этого девушка просто прижалась ко мне, как жмется до смерти перепуганный ребенок в попытке зарыться в тепло близкого ему человека. До боли сдавливая руки и с непоколебимой верой, что взрослые защитят от всего на свете. Периодически, тихо вздрагивая, она не поднимала головы от моего плеча, а я терялся в догадках, как ей помочь. Как помочь нам всем? В какой-то момент крики внезапно прекратились. Сначала перестал вопить Майк, а после постепенно, словно не веря в то, что ужас закончился, затихли и Дафна с Лорной. Это произошло настолько неожиданно, что какое-то время после я продолжал напряженно вслушиваться, подсознательно ожидая из темноты атаки сумасшедшего, еще минуту назад мучившего нашего друга. Тяжело дыша и упорно пытаясь совладать с приступами дикой паники, я силился различить в темноте движение, силуэт. Что угодно, лишь бы оказаться готовым к нападению неизвестного. Это ведь делал человек? Напряжение росло с каждой секундой. Абсолютно все мышцы моего тела натянулись и напряглись до предела. Но когда я, не выдерживая неопределенности, уже готов был сорваться с места в отчаянной попытке контрнаступления, на потолке замерцали лампы, и помещение вновь озарилось ярким светом. Рефлекторно зажмурившись, я буквально вырвался из цепких объятий Кэтрин, готовый броситься на любого, кто окажется поблизости. Однако нападение не последовало. Приоткрыв глаза, я понял, что в пределах видимости не было никого, кто мог бы угрожать моей жизни или жизни Кэтрин. Облегченно выдохнув, я осторожно осмотрелся. Дафна забилась под стол с одиноким монитором на поверхности и испуганно озиралась по сторонам. Лорна лежала в центре помещения, свернувшись в позе эмбриона. Ее сильно знобило, а пальцы рук кровоточили. От вздрагивающего тела до ближайшей стены тянулась сеть ветвистых царапин, окрашенных в красный цвет. А где-то между отдельно лежали 3 сломанных ногтя. От этого ужасного зрелища мне стало не по себе. Замутило, резко закружилась голова. Я пошатнулся и машинально переступил с ноги на ногу, заставляя себя отвернуться. Иначе уже в следующее мгновение обязательно рухнул бы в обморок. Встретился взглядом с Кэтрин. Бледная, она, похоже, тоже была недалека от обморока, но на мой немой вопрос кивнула утвердительно. Слава богу. А вот Майк... Я неуверенно перевел затуманенный взор в ту сторону, где видел парня в последний раз, и невольно ахнул. Он стоял на коленях. Пальцы правой руки по-прежнему сдавливали телефон, а голова была бессильно опущена на забрызганную кровью грудь. Какого чёрта? Вид раненого друга моментально отрезвил меня, развеяв состояние легкого ступора. Я пулей метнулся к нему и, не раздумывая, дернул за плечо. Надеялся, что он среагирует, поднимет голову. Но вместо этого Майк, наоборот, не подав ни единого признака жизни, плавно завалился на бок и в нелепой позе распластался на полу. «Майк! Боже, Майк! Что с тобой?» Я склонился над телом приятеля и рванул на себя, переворачивая на спину. Картина, представшая мне следом, заставила отпрянуть в ужасе. Глаза Майка оказались выколоты, а шея и грудь буквально исполосованы чем-то острым. Ошеломленный, я попятился назад.
За спиной вновь раздался отчаянный крик, вынудивший машинально обернуться. На этот раз Дафни вторила Кэтрин. Лорна же, не произнося ни звука, выпрямилась, разворачиваясь лицом в сторону мертвого парня, а затем как-то потерянно посмотрела на меня. Стоило нашим взглядам встретиться, и выражение ее лица напугало меня даже больше, чем истерические вопли двух других девушек. Она смотрела так, словно все, что сейчас происходило, было не по-настоящему. Словно ее пытались разыграть, и она об этом догадалась. Губы девушки искривились в глупой улыбке. Лицо приняло по-детски наивное выражение. Приподнявшись, Лорна перевела взгляд на Майка и вяло поползла в его сторону. «Лорна!» Не отреагировала. Пришлось повысить голос, чтобы перекрыть нескончаемый рев Дафны и Кэтрин. «Лорна! Какого чёрта ты делаешь? Остановись! Ты ему уже не поможешь! Лорна!» Девушка не слушала. В смысле, вообще не замечала меня. Лишь монотонно переставляла руки, постепенно приближаясь к окровавленному трупу. Я собрался было ринуться к ней, чтобы остановить, заставить очнуться, но громкий гул и скрежет металла, неожиданно огласившие помещение, помешали мне. Стены и потолок завибрировали, вся комната задрожала, будто ожила. Единственный предмет мебели — стол. В прямом смысле заходил ходуном, и уже в следующую секунду старый монитор с грохотом повалился на пол, разлетевшись на сотни мелких и несколько крупных осколков. Закрыв уши ладонями, Дафна закричала еще громче, предельно вжавшись в стену под столом. Кэтрин присела на корточки и тоже прикрыла уши. А я обескураженно крутился вокруг своей оси в бессмысленных попытках понять, что происходит. Но самое ужасное, за это время Лорна, словно не слыша оглушающие звуки, добралась до трупа и с наивной улыбкой на устах улеглась рядом. Не переставая улыбаться, она начала вытирать пятна крови с лица Майка, одновременно что-то тихо нашептывая ему на ухо. Именно тогда меня вдруг осенило. Резкое осознание того, что среди нас не хватает человека. Тед! Бойфренд Дафны словно испарился. Ни одежды, ни следов крови. Ничего, что подтвердило бы его недавнее присутствие. Словно он и не спускался сюда вместе с нами. Окончательно обезумев, я упал на колени и вцепился в волосы, беспрерывно прокручивая в голове одни и те же вопросы. Какого чёрта здесь происходит? Кто или что убило Майка? И куда? Куда, чёрт побери, делся Тед? Между тем, необъяснимые грохот и скрежет усилились. Постепенно теряя связь с реальностью, я покачивался в такт этому гулу, не находя ответов. Казалось, совсем чуть-чуть, и я поддамся общему безумию и просто сойду с ума. Но произошло нечто, что мгновенно привлекло мое внимание и помогло избежать помешательства. Бросив случайный взгляд в сторону Лорны, я с ужасом отметил, что противоположная стена сейчас находилась значительно ближе, чем когда я смотрел туда в последний раз. На фоне двух лежащих на полу тел такое изменение расстояния прослеживалось довольно отчетливо. Предположив невозможное, я, не моргая, уставился на бетонную перегородку и довольно быстро понял, что она хоть и медленно, но двигается. Двигается прямо на нас. Так вот откуда взялся грохот. Вне помещения был спрятан механизм, и кто бы ни запустил его, он задумал: «О боже, нет! Раздавить нас?» «Стена!» – заорал я, срывая горло и вытягивая указательный палец в направлении приближающейся опасности. «Она перемещается!» Вскочив на ноги, я бросился к Кэтрин, схватил ее за руку и оголтело потащил почти лишившуюся чувств девушку к лестнице. Умолкнув, Дафна бросила в нашу сторону испуганный взгляд, но покидать свое укрытие не решилась. Лишь сильнее поджала ноги. А Лорна и вовсе не отреагировала, продолжая невозмутимо лежать рядом с Майком, поглаживая мертвое лицо слегка подрагивающей рукой. «Вы что, блядь, обе оглохли?» Отпустив Кэтрин, я бегом вернулся к столу, бесцеремонно вытащил Дафну за ногу и с силой потянул на себя, планируя отволочь в самый дальний угол, ближе к лестнице. Действуя машинально, не задумываясь, параллельно раздавая указания остальным. «Лорна, поднимайся! Ну же! Кэтрин, не сиди! Бегом на лестницу!» Дафна неистово вопила и ожесточенно сопротивлялась. Она поочередно хватала то одну ножку стола, то другую и держалась за каждую сколько могла.
буквально доводя меня до бешенства и вынуждая постоянно прерываться, чтобы расцепить ей руки. В то время как Лорна, сохраняя невозмутимое выражение лица, оставалась лежать возле мертвого Майка. «Кэтрин, помоги Лорне встать, она не в себе! Срочно забери ее оттуда!» Стена планомерно приближалась, все больше и больше сокращая пространство комнаты. Более того, когда она сравнялась с верхней ступенью, остальные начали складываться, постепенно трансформируясь в одну сплошную плоскость. К моменту, когда она стала единым целым, стена уже уперлась в головы Майка и Лорны, в прямом смысле потащив их перед собой. «Кэтрин!» – заорал я. «Да сделай же что-нибудь!» Я находился спиной к девушке и не мог видеть, чем она занимается. Но когда она не отреагировала на мою просьбу, отпустил очумевшую Дафну и обернулся выяснить, в чем дело. Подруга тотчас метнулась обратно под стол, поджимая ноги, а я, быстро оценив ситуацию, растерянно выдохнул, словно пропустил мощный удар в грудь. Кэтрин исчезла. У той части стены, где я ранее оставил ее и куда смотрел прямо сейчас, никого не было. Мои веки непроизвольно расширились, волна отчаяния захлестнула сознание, и, схватившись от бессилия за голову, я запаниковал. Что делать? Что мне теперь делать? «Стив!» Голос Кэтрин выдернул из минутного оцепенения, обдав волной горячего восторга. Я быстро отыскал девушку взглядом, и стон облегчения сорвался с моих губ. Кэтрин вновь стояла рядом со стеной и призывно махала рукой. В несколько широких шагов я оказался рядом. Она схватила мою руку и потащила за собой вдоль стены. В какой-то момент она резко свернула в сторону, и мы оказались в темном узком коридоре. Я даже не сразу понял, что произошло, но когда догадался, готов был разрыдаться от счастья. Оказалось, стена не была сплошной. Две перегородки, окрашенные в один цвет, стояли параллельно, образуя между собой узкий тоннель. С той лишь разницей, что та, что была ближе к нам, была короче, где-то на полметра максимум. Ровно настолько, чтобы протиснуться взрослому человеку. Благодаря такому расположению на совсем небольшом расстоянии создавалась иллюзия сплошной поверхности, и именно поэтому никто из нас не заметил проход раньше. «Оставайся здесь», — отрезал я и бросился обратно за Дафной. Стена продолжала планомерно приближаться. Под давлением смертоносного механизма тела Лорны и Майка неумолимо двигались вперед, к неподвижной преграде напротив. Тяжело дыша, с бешено бьющимся сердцем, я вцепился в Дафну мертвой хваткой и буквально выдернул перепуганную девчонку из мнимого укрытия. Дотащил до перехода и бесцеремонно втолкнул внутрь. К тому времени между неудержимо смыкающимися стенами оставалось не более 2 метров свободного пространства. Ноги Лорны уже начали подгибаться под внешним давлением, когда я схватил ее за руку и потянул на себя. В ту же секунду она завизжала, безумно вытаращив глаза, и попыталась ухватиться за куртку Майка. Но тело парня уже неестественно выгнуло, отодвигая в сторону. Девушка рванулась следом, ожесточенно вытягивая руки, и мне пришлось приложить серьезные усилия, чтобы удержать ее. Послышался хруст позвоночника. В лицо Лорны полетели брызги крови, ощутив которые, она окончательно потеряла рассудок. Она принялась биться и вырываться, размахивая руками и ногами, насколько позволяло тесное пространство. В какой-то момент один из локтей угодил мне в переносицу, и, застонав, я рефлекторно выпустил ее руку. Ощутив свободу, Лорна вскочила на четвереньки и стрелой метнулась обратно, буквально заливаясь слезами и выкрикивая что-то нечленораздельное. Я уже с трудом помещался между сжимающимися стенами. Пришлось развернуться в полоборота и двигаться боком, чтобы повторно настигнуть ее. Добравшись, грубо схватив за щиколотку, потащил обратно. Но на этот раз Лорна все-таки успела ухватиться за куртку Майка. Я продолжал тянуть изо всех сил, но результата не было. Я порядком вымотался к тому времени и не мог выкладываться полностью. Да и усилий одной руки явно не хватало. «Лорна! Лорна, отпусти его, я прошу тебя! Ты угробишь нас обоих! Отпускай, твою мать!» Послышался треск рвущейся ткани. Мне удалось передвинуться на небольшое расстояние. До прохода в тоннель оставались считанные шаги. Стиснув от изнеможения зубы, я максимально сдавил пальцы на ее ноге. «Лорна, черт тебя дери! Да отпусти же чертову куртку!» Стены почти сомкнулись. Моего затылка коснулась холодная поверхность.
Лорна закричала громче, но теперь явно от боли. Левая рука девушки неестественно вывернулась, ноги истерично задергались. В тот момент я понял, что если не отпущу, то погибну вместе с ней. Я разжал пальцы и попятился к проходу. Лицо прижало к шершавой поверхности стены и отцарапало. На мгновение представив, как мои кости лопаются и сминаются под ее неудержимым давлением, я испытал поистине животный страх и завопил от ужаса. Рука нащупала край перегородки. Резко выдохнув, я вытолкнул себя в спасительную пустоту. По инерции развернувшись, в свободном пространстве упал на спину и следом услышал предсмертный вопль Лорны, вместе с которым меня забрызгало фонтаном теплой крови. Спустя некоторое время, когда я наконец отдышался и пришел в себя, а глаза привыкли к тусклому освещению единственной лампы на потолке, первой, кого увидел, оказалась дрожащая, сидевшая прямо на бетонном полу, Дафна. Поджав сильно исцарапанные ноги, она мелко тряслась и тихо всхлипывала. Все ее лицо было перепачкано потекшей тушью, а обнаженные ноги кровоточили в нескольких местах. Аккуратно приобняв подругу за плечи, рядом сидела не менее напуганная Кэтрин. Она что-то тихо нашептывала Дафне на ухо, успокаивающе поглаживая по волосам. Сама Кэтрин не плакала, но не нужно было иметь стопроцентное зрение, чтобы заметить, что и ее руки также нервно подрагивали. Мне захотелось подняться, подойти к ним, поддержать, как вдруг подсознание воспроизвело ужасающий предсмертный визг Лорны. До такой оглушительной силы, что показалось, мне заложило уши. Я сморщился как от боли и плотно зажал их ладонями, надеясь избавиться от пронизывающего сознания жуткого крика. Вскоре к нему добавились и душераздирающие мольбы Майка. Вместе они буквально рвали мой мозг на куски. Я не знал, что делать, и тупо сжался в комок, беспомощно застонав. Замерев в одном положении, я мог лишь тихо шептать, без конца умоляя их прекратить и оставить меня в покое, но они все кричали и кричали. Не знаю, как долго это продлилось. Помню только, что почти сорвался и готов был завопить от отчаяния, когда голоса мертвецов в моей голове неожиданно смолкли. Пораженный, я медленно приоткрыл глаза и, тяжело дыша, неуверенно опустил руки. Но стоило мне на них взглянуть, как под влиянием нового приступа паники сердце пропустило очередной удар. Кровь. Тут и там кровь. Боже, да она была повсюду. Застилала глаза, стремительно растекалась по телу, жадно впитывалась одеждой и раздражала кожу. В пылу тошнотворного отвращения я сбросил с себя ветровку и лихорадочно, дерганными движениями принялся оттирать противную, липкую жидкость отовсюду, где только встречал. Мои глаза при этом хаотично двигались, неосознанно ища любое подтверждение иррациональности происходящего. Ведь то, что творилось со мной, с нами, не могло быть правдой. Не должно было быть правдой. Нет, 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 нет! Это сон. Всего лишь ночной кошмар, не более. Просто вкупе с непривычной обстановкой и выпитым алкоголем он воспринимался слишком серьезно. Только и всего. И единственное, что от меня сейчас требовалось, это поверить. Элементарно заставить себя проснуться. Я сильно ущипнул руку и мгновенно скривился от острой боли. Сука. Ну да, конечно же, это сон, идиот. Чувство самосохранения жестко перехватило инициативу. Соберись, придурок, это тебе не книжки, не кино. Это реальность. Грёбаная уродливая реальность. Я метнул в сторону Дафны злой осуждающий взгляд, у которой, кстати, имеется вполне конкретное объяснение. Повинуясь стихийному порыву, я вскочил на ноги, подбежал к девчонкам и, оттолкнув Кэтрин, грубо дернул сестренку за руки, вынудив посмотреть мне в глаза. «Какого хрена?» — яростно выкрикнул ей прямо в лицо. Несколько мелких капель слюны попали на девушку, но я не придал этому значения. «Это что еще за чертов бункер? Отвечай!» Я... «Ну же, говори!» Я с силой тряхнул ее, одновременно поднимая на ноги. «Ты уверяла, что уже была здесь однажды. Кому принадлежит остров? С кем именно ты приезжала? Кто еще мог знать, что мы будем здесь?» Осыпая Дафну вопросами, краем глаза отметил, что Кэтрин тоже поднялась. «Стив, пожалуйста, отпусти». Рискнула она вмешаться с осторожностью, коснувшись моей руки. «Опомнись, ты же делаешь ей больно». «Нет!» — рявкнул я в ответ, отчего девушка испуганно отшатнулась.
Ее глаза непонимающе расширились. Она явно не ждала от меня настолько агрессивного поведения. Ничего, переживет. В тот момент я был в бешенстве и плохо контролировал себя, источая исключительно ярость и злобу. Мне требовались ответы, все что угодно, даже полный абсурд, лишь бы не позволить страху окончательно овладеть моим сознанием. Лишь бы не сойти с ума. Я вновь перевел вопрошающий взгляд на Дафну. «Двое наших друзей погибли жуткой смертью у меня на глазах. Тед вообще испарился. Я хочу знать причину тому, что здесь происходит. Хочу знать немедленно! И не вздумай мне врать. Ну?» Я... Продолжала заикаться Дафна, захлебываясь собственными слезами. «Я думала, это игра. Просто безобидный квест. Думала, будет забавно разыграть вас. Думала, будет весело». «Что? Разыграть? Весело!» Безудержная волна гнева выплеснулась наружу, и я с силой толкнул ее в стену. Ударившись затылком, Дафна выкрикнула от боли, застонала и медленно осела на короткий миг, потеряв сознание. Мне было плевать и на это. Быстро приблизившись, я грозно навис над ней, буквально заорав в самое ухо. «Ты в своем уме, дура? Люди погибли! Это были наши с тобой друзья! Каких-то 2 часа назад мы еще ели с ними с одного стола, а теперь их нет! Теперь они мертвы, понимаешь?» Эмоции захлестнули, и я широко замахнулся, собираясь ударить. Ударить изо всех сил. Хотел наказать ее, причинить боль или, скорее, даже убить. Как она могла? Как она могла? Лицо мотнуло от несильной, но хлесткой пощечины. Затем еще раз. И еще. Кэтрин лупила от души. Нещадно. Остервенела, приводя меня в чувство. Я попытался закрыться руками, но тут же пропустил удар коленом в пах. Охнув от боли, непроизвольно согнулся, а после и вовсе беспомощно осел на колени. Словно не замечая моей капитуляции, Кэтрин продолжала хаотично охаживать меня. По спине, по плечам, по затылку. «Прекрати! Прекрати!» — повторяла она. «Хватит!» До тех пор, пока вконец обессилев не опустила руки и, не поворачиваясь, сделала 2 шага назад, облокотившись спиной о холодную стену. Присела рядом с Дафной и, уже сидя на корточках, закрыла лицо руками. Впервые на моих глазах, безудержно разрыдавшись. Боль от слабого девичьего удара притупилась быстро, но подниматься я не хотел. Наоборот, окончательно распластавшись на земле, согнулся в позе эмбриона и уткнулся лицом в сырую почву, отчаянным беззвучным криком выплескивая в ее недра остатки бессмысленного гнева. Какое-то время мы провели в гнетущем молчании. Дафна замкнулась и беспрерывно глядела в одну и ту же точку. Кэтрин, лишившись последних эмоций, только тихо всхлипывала. Я же неподвижно лежал, перепачканный землей, кровью и собственными соплями, не переставая думать лишь о том, что совершенно не представляю, как после всего этого кошмара смогу жить дальше. Как вернусь домой и посмотрю в глаза родителям Лорны и Майка, что скажу родственникам Теда, как вообще смогу элементарно спать. Сама собой всплыла мысль, что я еще не до конца избавился от чужой крови. Своим появлением она выдернула меня из эмоционального ступора, заставив приподняться и сесть на колени. В следующую секунду я натянул край рукава на правую кисть и принялся за работу. Двигался усердно, настойчиво, тщательно вытирая каждое пятнышко. Тер и тер, превозмогая чувство брезгливости, параллельно нарастающее внутри снежным комом, и совершенно не заметил, когда начал отчаянно скоблить и без того порядком раскрасневшееся лицо. Еще немного, если бы Кэтрин не отреагировала вовремя, схватив меня за руку, я бы точно содрал с себя слой кожи. В ту секунду наши взгляды встретились. В ее глазах я увидел столько боли, столько мольбы, что меня будто окатили холодной водой. «Поднимайтесь». Тихо, но твердо заявил я, вставая и отряхивая одежду от налипшего мусора. «Нужно валить отсюда. Какая бы хрень здесь ни творилась, кто бы ни был виноват, лично я намерен покинуть грёбаный остров как можно скорее, а после сообщить обо всем в полицию». «Но, Стив...» — Кэтрин перевела вопросительный взгляд на Дафну и обратно. «Куда же мы пойдем? «А какие у нас варианты?» Безразлично хмыкнул я, одновременно вытягивая влево от себя руку. «Прямо? Куда-то же этот тоннель ведет? Остров небольшой. Наверняка есть еще один выход.
В любом случае, обратной дороги у нас все равно уже нет. Я помог Кэтрин поднять подругу на ноги. Всегда уверенная в себе Дафна сейчас выглядела потерянной и разбитой. Ее руки по-прежнему дрожали, а еле заметно вздымающаяся грудь вкупе с блуждающим взглядом наводили на мысль, что она может отключиться в любой момент. Необходимо было привести ее в чувство перед дорогой, и я аккуратно прикоснулся ладонями к измазанному тушью лицу. «Дафна», — позвал негромко, пристально смотря ей в глаза, — «посмотри на меня. Ты слышала, что я сказал? Нам нужно идти». «Это я». «Что ты?» «Я привезла вас сюда. Я виновата». «Так, стоп. Даже не начинай. Ты ни в чем не виновата, поняла? О тех глупостях, что я наговорил, забудь. Я сорвался и жалею об этом. Я не должен был так поступать с тобой. Ты же моя младшая сестренка, помнишь? Так что будь уверена, как бы ни сложилось в дальнейшем, я всегда буду на твоей стороне». «Я виновата. Прошу, оставь меня здесь, вместе с ними». «Дафна». «Оставь. Оставь». Девушка сначала слабо дернулась пару раз, но после того, как я не отпустил, принялась ожесточенно вырываться и биться в новом приступе истерики. «Оставь! Отпусти! Мое место здесь, вместе с ними!» «Дафна, успокойся!» «Почему? Почему погибли они, а не я? Хватит!» Внезапная пощечина отрезвила ее. «Я сорвался, был неправ. Прости меня за это. И за то, что ударил, тоже прости. Ты не могла знать, что нас здесь ждет. Не могла предположить о больном ублюдке, что построил под землей тоннель с адским бункером. Я обещаю, стоит нам выбраться, мы сразу же отправимся к копам, и они найдут урода. Обязательно найдут. И когда это случится, он ответит за все, что натворил. Но в данный момент мы должны думать о другом. А именно о том, как свалить из долбанной западни. Как спасти собственные жизни. Ты слышишь меня?» Дафна, проглотив очередную порцию слез, слабо кивнула. «Вот и отлично. Тогда возьми себя в руки и идем». Я достал из кармана смартфон, в 2 клика активировав функцию фонарика. Слабый луч мгновенно осветил темное пространство на 2-3 метра впереди, куда не доставал тусклый свет потолочной лампы. Ближайшие метров 30 стены и потолок состояли из бетона, образуя тоннель по высоте и ширине, спокойно вмещающий человека среднестатистической антропометрии. Что было дальше, разглядеть не представлялось возможным. Выставив телефон перед собой, я сделал первый шаг и не спеша двинулся вглубь рукотворной пещеры, напряженно вглядываясь в темноту и готовый в любой момент среагировать на возможную ловушку. Свободной рукой тянул за собой Дафну. Кэтрин, крепко вцепившись в ее вторую руку, семенила последней. К нашему искреннему изумлению, довольно быстро твердые поверхности закончились, уступая место обширному гроту с довольно высоким сводом и крохотной речушкой, уходившей куда-то под землю. Такое неожиданное открытие, несомненно, порадовало, своим непосредственным присутствием подтверждая мое изначальное предположение о наличии в тоннеле второго выхода. В следующие 7-10 минут мы уверенно двигались вперед. Особо не спешили, но и оголтелой жаждой приключений никто из нас точно не страдал. Хотя надежда на спасение разгоралась все сильнее с каждым шагом, чувство дикого страха все равно не отпускало. Прекрасно понимая, в каком состоянии находятся девчонки, я старательно прятал симптомы собственной трусости, периодически подбадривая их словами типа «всё хорошо, и скоро мы обязательно выберемся». И в какой-то момент лицо, наконец, приятно обдало прохладным дуновением озерного бриза. От его легкого касания я не сдержался и на эмоциях выкрикнул что-то вроде победного клича. Ведь означать это могло только одно. Мы вышли к берегу и совсем скоро должны были оказаться на свободе. Еще метров через 100 впереди возник естественный луч света. Пробиваясь сквозь отверстие, сверху он освещал небольшой участок тоннеля, а когда мы подошли ближе, то обнаружили в том месте комья рыхлой почвы, обрывки травы и ломаные куски сухих веток. Очевидно, совсем недавно здесь произошло обрушение свода, и на наше счастье открылся проход наверх. Сам тоннель тянулся дальше и, скорее всего, заканчивался непосредственно у воды. Возможно, там раскинулась бухта или вроде того. Но ни у кого из нас желания продолжать изучать местные достопримечательности совершенно не было. Первую мысль — запрыгнуть и зацепиться за край мы отбросили сразу как нереальную. Слишком высоко. Второй вариант выглядел более осуществимым и сводился к следующему. Я должен был приподнять одну из девушек, а затем подтолкнуть, помогая выбраться. Выбор пал на Кэтрин. Дафна серьезно расцарапала ноги, и любая моя попытка поднять ее
доставляла девушке лишь нестерпимые болевые ощущения. Далее, оказавшись на поверхности, Кэтрин должна была вернуться в лагерь, забрать с лодки канат, предназначенный для крепления груза, и привязать его к ближайшей опоре или дереву. После второй конец сбросить нам. Взяв с нее обещание, что она будет максимально осторожной, я пожелал девушке удачи и опустился на корточки. Кэтрин, придерживаемая Дафной за руку, осторожно взобралась мне на плечи. Затем при поддержке все той же Дафны я не без труда выпрямился, позволив Кэтрин практически по пояс приподняться над краем провала. Как только ей удалось нащупать, за что зацепиться, мы с Дафной подтолкнули ее, и девушка окончательно взобралась наверх. Как только это произошло, Кэтрин не удержалась и несколько раз радостно вскрикнула, на что я жестко отдернул ее, объяснив, что мы не знаем, кто помимо нас прячется на острове и, самое главное, сколько их. А она подобными действиями привлекала к нам ненужное внимание. Мило улыбнувшись, она пожала плечами, извиняясь, и побежала выполнять вторую часть плана. Помню, в тот момент я ощутил себя беспомощным слабаком, оставшимся сидеть в относительной безопасности, в то время как бедная девушка вынуждена подвергать себя риску, спасая мою жизнь. Раздраженно сплюнув под ноги, я с сочувствием посмотрел на Дафну. Стоило Кэтрин исчезнуть из виду, а она, так и не произнеся ни единого слова, присела на землю и, поджав ноги, вновь погрузилась в свои мрачные мысли. Вдоль всего ее тела до сих пор волнами пробегала нервная дрожь, отчего девушка периодически зябко поеживалась. Уповая на то, что у Кэтрин все обязательно получится, я опустился рядом с подругой детства, аккуратно обнял и прижал ее к груди, рассчитывая хотя бы немного согреть. В ближайшее время предпринимать какие-либо конкретные действия мы не могли, и поэтому нам оставалось лишь сидеть и терпеливо ждать своей участи, что мы, собственно, и делали. Отсчитывали каждую секунду под стук мерно капающей воды где-то неподалеку. В итоге, судя по часам в телефоне, прежде чем к нашим ногам свалился конец долгожданной веревки, прошло всего 22 минуты. Хотя даже за это непродолжительное время мы порядочно перенервничали, постоянно переживая относительно судьбы Кэтрин. Так что, признаюсь честно, ее светящаяся от самодовольства физиономия, впоследствии появившаяся в проеме следом за канатом, заметно приободрила нас обоих. Понимая, что кожа на ногах Дафны местами серьезно повреждена и самостоятельно подтягиваться на веревке она сможет едва ли, мы приняли совместное решение, что сначала поднимусь я, а затем она обвяжет канат вокруг талии, и я осторожно ее вытяну. За те полчаса, что мы ждали Кэтрин, я успел достаточно отдохнуть и практически не сомневался, что смогу это сделать. Поэтому, продемонстрировав Дафне, как именно нужно будет закрепить веревку на талии, быстро взобрался наверх и уже спустя минуту настойчиво выравнивал дыхание, удобно расположившись на влажной от утренней росы траве. «Готов продать душу за глоток воды», — заявил я, немного отдышавшись. Сглотнул терпкую слюну и осторожно, чтобы не задеть Дафну, сбросил свободный конец обратно в яму. «Кэти, ты случаем не догадалась захватить бутылку с катера?» Странно, но девушка не ответила, что было на нее совсем не похоже. Удивившись, я озадаченно обернулся. Сначала даже не сразу понял, в чем дело, но уже в следующую секунду подскочил, будто ужаленный, и принялся беспомощно озираться по сторонам. Кэтрин исчезла. Я сам стоял немногим ниже центра небольшого склона, у основания которого уже начинались песчаные владения пляжа. Второй конец каната был обвязан вокруг ствола одного из немногочисленных деревьев. Остальное пространство представляло собой открытая поверхность, покрытая травой и немногочисленным кустарником. Видимость составляла не менее 100 метров вокруг, то есть не заметить поблизости взрослую девушку, которая просто отошла в сторону, я бы не смог. Сердце бешено застучало. Предполагая ужасное, я растерянно выкрикнул ее имя. Сначала тихо, но затем несколько раз повторил громче, с каждым разом все сильнее повышая голос. Может, она не удержалась и вернулась к лодкам? Решила, что там будет безопаснее? Глупо, конечно, но я всем сердцем надеялся, что именно так она и поступила. А значит, теперь нам тоже стоило возвращаться в лагерь как можно скорее, хотя бы ради того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту теорию. Ну а далее действовать по обстоятельствам. Пугающие мысли о том, что девушка оказалась в руках психопата, я старательно гнал прочь. Понимая, что счет времени пошел на секунды, я стремительно вернулся к отверстию в земле и просунул голову внутрь. «Дафна!» — громко позвал я, максимально напрягая зрение. Глаза не сразу привыкли к темноте,
и пришлось испытать несколько тревожных мгновений, пока темнота отступила. «Ты обвязала веревку?» Словно издеваясь над моей нервной системой, Дафна тоже промолчала. Сердце испуганно замерло. Дурное предчувствие подкатило комом к горлу, и следом вдоль позвоночника пронеслась холодная тень. Изо всех сил я старался разглядеть внизу ее силуэт, а когда наконец мне это удалось, моим глазам предстала ужасающая картина. Дафна неподвижно лежала на земле лицом вниз, а из-под волос вытекала алая жидкость, собираясь в крохотную лужицу рядом. «Нет, нет, 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 только не это!» Истошно завопил я, судорожно нащупывая веревку, собираясь немедленно спуститься вниз, где уже слышались чьи-то быстро приближающиеся шаги. Не успев опомниться, я увидел тень, склонившуюся над беззащитной девушкой. Некто, внешность кого я не смог разглядеть, схватил мою Дафну за ноги и стремительно утащил в скрытую от света часть грота. В ужасе я закричал, решившись прыгать без веревки, но в ту же секунду в кармане завибрировал телефон. Заколебавшись, я неловкими движениями нащупал его местоположение и трясущимися руками вытащил наружу. На экране мигала иконка, сигнализирующая о полученном сообщении. Непослушным пальцем мне пришлось ткнуть в экран несколько раз, прежде чем оно открылось. «У тебя есть 10 минут, чтобы покинуть остров. В противном случае она умрет. Не вздумай звонить в полицию. Помни, второе задание не выполнено». К сообщению была прикреплена фотография. Характерным движением двух пальцев я увеличил изображение. С экрана телефона на меня смотрела Кэтрин. Она была привязана к деревянному стулу, в изодранном перепачканном платье и с обезумевшими от страха глазами. Рядом с ней стоял мужчина в заляпанных футболке и джинсах. На голове грязный картофельный мешок с прорезями для глаз. На груди измазанный кровью фартук. В руках он держал огромный тесак мясника. Что-то дикое творилось на этом проклятом острове. Сюрреалистическое и иррациональное. Отказываясь признавать, что это происходит именно со мной, я, не видя другого выхода, словно в бреду, спотыкаясь, побрел к лодкам. В дверь неожиданно постучали. Я вздрогнул, отстранился от монитора и испуганно обернулся. Кроме хозяина отеля никто не знал, что я здесь, а его я заранее предупредил, что не хочу, чтобы меня беспокоили. Стук в дверь повторился, стал более настойчивым. Я подумал было встать, но замер, заколебавшись, и даже дышать старался через раз. Решил, может, если не шуметь, поймут, что в номере никого нет, и уйдут. Слева провибрировал смартфон, уведомив меня о поступившем сообщении. Твою мать, ну почему именно сейчас? Надеясь, что неизвестный за дверью не услышал, я неуверенно потянулся к аппарату. «Открой». Предстало мне короткое сообщение, как только разблокированный экран осветил лицо. Не поверив глазам, я повторно прочитал сообщение. Без сомнений, за дверью стоял некто, кто не просто знал меня, но и был абсолютно уверен, что я внутри. К тому же не этот факт ужаснул меня больше. Нервно сглотнув, я медленно покосился на дверь. Судя по исходящему адресату, сообщение отправили с телефона Кэтрин. В ту же секунду руки предательски задрожали, стоило в памяти всплыть фотографии с молящими о немедленной помощи глазами. Мгновенно онемевшие пальцы разжались, и телефон полетел вниз. От удара об пол корпус треснул, и несколько пластмассовых кусков с шумом разлетелись по сторонам. Звук получился настолько громким, что я раздраженно прикрыл глаза и выругался. Продолжать и дальше делать вид, что номер пуст, смысла теперь уже не было. С силой сжав кулаки, плотно стиснув зубы, борясь таким образом с мелкой дрожью, уверенно расползающейся по телу вторым слоем кожи, я бесшумно поднялся с кровати. На цыпочках подкрался к двери и, не снимая цепочки, отщелкнул замок. Слегка приоткрыл дверь. В образовавшуюся щель выглянул в коридор и остолбенел. «Дафна? Привет!» С той стороны смотрела моя самая близкая подруга детства и словно вчера не произошло ничего ужасного, по-доброму улыбалась. «Не бойся, Стиви, тебе не привиделось, это действительно я». Сказать, что в тот момент я испытал шок, ничего не сказать. Последние 12 часов я был полностью уверен, что она мертва, но сейчас Дафна, моя названная сестренка, стояла передо мной. Живая и невредимая. Просто невероятно.
Непостижимое зрелище, враз заставившее лишиться дара речи и тупо смотреть в ответ. «Я не понимаю, как это возможно? Я же видел твое тело, видел кровь. Позволишь войти? Стоять в дверях как-то...» Дафна выразительно обвела коридор ироничным взглядом. «Не камильфо». При этом вела себя так, словно не заметила ни моего вопроса, ни моего замешательства. Оставаясь в тихой прострации, я закрыл дверь, снял цепочку, а после снова приоткрыл. Прежде чем впустить Дафну в номер, осторожно выглянул за порог. Убедился в том, что на этаже она одна, и только тогда сделал неуверенный шаг в сторону, пропуская девушку внутрь. Одарив меня милой улыбкой, подруга детства благодарно кивнула и невозмутимо прошла в центр комнаты, где остановилась и принялась терпеливо ждать, пока я закрою замок. В свою очередь, закончив манипуляции с запирающим устройством, я на всякий случай пару раз дернул за ручку двери, проверяя, что она не откроется без моего ведома, и, что самое главное, не впустит кого-то еще. «Да не волнуйся ты так, Стивен», — сдержанно отреагировала гостья на мое смятение. «Тебе нечего бояться». «Неужели?» «Поверь, я знаю, что говорю». Произнося эти слова, она смотрела на меня свысока, как на нашкодившего младшего брата, и загадочно улыбалась. Причем не естественно так, натужно. Складывалось впечатление, что Дафна знает что-то, чего не знаю я. Что-то, что я был уверен, мне определенно не понравится. Я молчал, ожидая ее объяснений, в то время как голова у меня шла кругом. Как она выбралась? Как нашла меня? Почему так старательно делает вид, словно с нами ничего не случилось? Знает ли о судьбе Кэтрин, о втором задании? Я думала, это просто игра. Промелькнуло вдруг воспоминание, и мои глаза непроизвольно расширились. А если... Да нет, чушь, это же Дафна. Та самая Дафна, с которой нас связывают теплые, почти родственные отношения с самого детства. Единственное... Выглядела она сегодня немного иначе, чем обычно. Не в смысле внешности или одежды. Здесь-то она придерживалась привычного стиля. Строгий костюм, платок, защищающий прическу от ветра, солнцезащитные очки. А вот в движениях было что-то неправильное, непривычное взгляду. Что-то, что проявлялось еле заметно, на интуитивном уровне. То, что я явственно ощущал, но был не в состоянии объяснить. Некую осязаемую тревогу, исходившую непосредственно от девушки. Того, чего между нами я никогда раньше не замечал. «Ты одна из них, да?» Сорвался с губ неожиданный даже для меня самого вопрос. Дафна перестала улыбаться. Глаза хищно прищурились. Она оценивающе осмотрела меня, а затем уголки ее губ слегка дернулись в снисходительной ухмылке. Во второй раз, проигнорировав мой вопрос, она небрежно бросила сумочку на кровать, сняла очки и внимательно осмотрела комнату. Заметив на столе открытую бутылку виски, уверенно направилась к ней, плеснула немного алкоголя в стакан и, по-хозяйски закинув ногу на ногу, присела на край кровати. «Мой милый Стиви, я, собственно, по этому поводу и пришла. Видишь ли, штука в том... Ты только не волнуйся, ладно? Штука в том, что нет никаких них, нет никакого острова, который ты тут пыжишься, описываешь». Кончиками пальцев она попыталась приоткрыть не до конца сложенный ноутбук. Да только я, резко схватив компьютер со стола и сделав шаг в сторону, не позволил ей этого сделать. Дафна стрельнула в меня недобрым взглядом, убрала со стола руку и лениво продолжила. «Но что самое главное, что самое забавное, ты об этом и сам прекрасно знаешь, не так ли?» «Что? Ты о чем вообще?» «О том, что жестокий, враждебный мир, в котором ты обитаешь в последнее время, ты сам же и выдумал, конечно». Подруга скорчила невинную гримасу. «Я не понял». Медленно протянул я, озадаченный ее вопросом. «Что я выдумал?» «Ты слышал. Стиви, не тупи». «Нет уж, постой. После всего, что с нами произошло, ты являешься ко мне и заявляешь, что смерть наших друзей, исчезновение Теда, похищение Кэтрин я тупо выдумал? А затем забился в этот обшарпанный отель строчить мемуары?» Девушка насмешливо вскинула вверх брови и коротко покивала. «Да как тебе в голову такое пришло? Ты хоть понимаешь, что я еще полчаса назад был уверен, что допустил твою гибель? Чудом не свихнулся, представляя, через что приходится проходить Кэтрин, оставаясь в плену у психопата. Уверен, прямо сейчас, в отличие от тебя, ей вовсе не до шуток. Дафна, какого ты вообще творишь?
Являешься сюда, как ни в чем не бывало, наливаешь себе виски, бормочешь дикую чушь и позволяешь себе смотреть на меня так, словно я конченый псих. Словно тебя не было в бункере вместе со всеми. Не смотри так, ответь!» «Мой дорогой Стиви, так в этом все и дело. Ты шизофреник, а я нет». Девушка равнодушно пожала плечами, словно подчеркивая очевидный факт. «Что?» Я собрался праведно возмутиться, но Дафна внезапно подалась вперед, прервав меня на полуслове и вынудив отшатнуться. В ее глазах вспыхнул дьявольский огонь, и она быстро затараторила. «Прежде чем ты попытаешься возразить, посмотри внимательно вокруг, Стивен. Ты серьезно думаешь, что твой маленький спектакль, она пару раз согнула и разогнула по 2 пальца на обеих кистях, вот так запросто сойдет тебе с рук? Не выйдет, братишка, я не позволю». «Какой спектакль?» – не выдержал я. «Ты что несешь, дура?» «Не слабо, видать, тебя приложили по башке. Ты была у врача?» И, не дождавшись ответа, я рванул в коридор свободной рукой, хватаясь за трубку местного телефона. «Ты не в себе, я немедленно звоню в больницу». «Прекрати, Стиви. Ты не в той ситуации, когда стоит разыгрывать комедию». Дафна саркастично ухмыльнулась и вновь выпрямила спину, принимая непринужденную позу. «Комедию?» Рука замерла на полпути от аппарата к уху. «Вот именно. Имею в виду, я знаю правду и все уже рассказала полиции». Ничуть не смутившись, продолжила Дафна, выразительно изогнув правую бровь. «Единственное, пока не сказала им, где тебя искать, но скоро они все узнают и неминуемо тебя арестуют». В груди неприятно защемило. Пальцы на руках принялись непроизвольно сжиматься и разжиматься. Ерунда какая-то. Взгляд невольно упал на початую бутылку. Я что, сплю? В телефонной трубке зазвучал женский голос, поинтересовавшийся причиной вызова. Игнорируя его, я неохотно вернул трубку на место. «Дафна, прошу тебя, я ничего не понимаю. Стараюсь изо всех сил, честно, но не могу». «Ой, да ладно, Стиви. Мой милый дорогой Стиви, все ты прекрасно понимаешь. Только признавать отказываешься. Ну да бог с тобой. Хочешь, чтобы я подыграла, да? Ладно. Тогда, если ты не против, начнем с самого начала, окей? С того момента, когда в нашем городе появился паренек. Тихий такой, добрый, правда, сирота с 5 лет. В связи с чем жизнь у бедняжки сложилась серая и непримечательная. Одиночество, депрессия, все в таком духе. Вместе они буквально выжигали парнишку изнутри, пока он не нашел спасения от всего этого дерьма вокруг, спрятавшись в собственных фантазиях, в выдуманных им же самим мирах. От унылой реальности, от одноклассников-хулиганов. Общался там с погибшими родителями, проживал жизни супергероев, ну, ты понимаешь. А позже, когда повзрослел, поймал себя на мысли, что было бы здорово начать делиться своими фантазиями и с другими. Он захотел стать автором, причем не просто писакой, которых пруд-пруди вокруг, нет. Он мечтал быть успешным, узнаваемым, жаждал покорить сердца миллионов. Да только, к несчастью для юного дарования, являлся он никем иным, как самым обычным графоманом. Да еще и с завышенной самооценкой. Его сюжеты в масти своей получались банальными и, скажем честно, не особо отличались правдоподобностью. Парень писал и писал с поразительным упорством, заваливая сайты сам-издата своими так называемыми шедеврами, попросту отказываясь принимать очевидный факт, что на данном поприще успеха ему никогда не добиться. Читатель не проникся его историями, не хвалил их, не оставлял отзывов, вообще не замечал его как творца. И данный факт паренька серьезно нервировал, если не сказать бесил. И вот однажды, анализируя проделанную, как он был уверен, гигантскую работу, наш герой пришел к, казалось бы, очевидному для всех профессионалов выводу. Чтобы создать по-настоящему классную историю, способную взорвать, переломать мозг и покорить сердца читателей, необходимо для начала самому прожить ее, вникнуть, так сказать, в суть, прочувствовать, а уж после садиться рассказывать. Дафна сделала паузу и пристально посмотрела в мои глаза. Так вот, смысл и одновременно ужас этой истории не в том, Стиви, что понял он это слишком поздно, а в том, что он, точнее ты, понял это чересчур буквально. Недовольно прохрипел я. Постой, ты хочешь сказать, что я их убил по-настоящему, чтобы книжку интересную написать? Посуди сам, Стиви. Очередная ехидная усмешка. Вчера некий человек ворвался в полицейский участок, уверяя, что убили 4 его друзей во время пикника на частном необитаемом острове.
Отправившаяся по указанному адресу полиция вскоре нашла там старый бункер времен Второй мировой войны, а внутри кровь и останки 2 человек. Еще 2 предполагаемые жертвы пропали без вести, но, что немаловажно, их одежда и документы остались нетронутыми. А вот 5-му точно удалось спастись, что доподлинно подтверждается камерами наблюдения возле офиса проката лодок. Внимание, вопрос. Кто, по-твоему, запечатлен на их записях? Кто в этом деле сейчас главный подозреваемый? Честно сказать, Стивен, даже не понимаю, на что ты рассчитывал. Да что за бред ты несешь? Никуда я не ходил. Сделай я хоть шаг в сторону полицейского участка, Кэтрин бы убили. Я разве сказала, что это был ты? Я лишь пытаюсь донести, в каком нелицеприятном свете полиция воспримет твою жуткую писанину. Дафна бросила выразительный взгляд на ноут в моих руках. Ерунда. Ты же жива. Ты сможешь подтвердить мои показания. Стивен, перестань. Ты был моим другом в детстве, но я не стану покрывать тебя теперь, когда ты не в себе. Боже, Дафна, да ты послушай себя. По-твоему, я убил друзей, чтобы впечатлить читателей? Я что, твоя мать, ненормальный совсем? Как ты можешь такое говорить? Ты же мне как сестра. Я бы никогда не причинил... В голове вдруг промелькнула ошеломительная догадка, и я невольно осекся. Подожди. Но ведь изначально это была твоя идея. Затащить нас на этот грёбаный остров. Ты мне еще про какую-то игру рассказывала. Я испуганно отступил назад, свободной рукой снова потянувшись к телефону. Знаешь, Дафна, не знаю, как ты меня нашла и зачем, но тебе лучше уйти. Дафна следила за моими действиями спокойно. Помешать не пыталась, но и уходить явно не планировала. Как нашла? Да брось, подобных приложений для смартфонов тьма сейчас. К тому же, надо признать, ты особо и не прятался. О, Господи, Дафна, ты точно спятила. Уйди, прошу тебя. Уйди, или я вызываю полицию. Дафна, не торопясь, поднялась с кровати, сделала шаг в мою сторону и из-под лобья злорадно поинтересовалась. Да неужели? А как же Кэтрин? Вопросительно вскинув брови, продолжила она. Не жалко? Дафна, прекрати. Я не понимаю, не знаю, зачем ты это делаешь, но, пожалуйста, остановись. Медленно проговаривая каждое слово, я не переставал тянуться к телефону и уже практически коснулся трубки, когда услышал совсем тихое. Ну а как бы в таком случае ты узнал смысл моей игры? Что? Я буквально оцепенел. «Игры, Стивен», — повторила Дафна и посмотрела на меня выпученными безумными глазами. Никогда раньше мне не доводилось видеть у нее такой взгляд. Игры, смысл которой дать участнику возможность почувствовать себя одиноким, беспомощным, оторванным ото всех, пожираемым безысходностью и отчаянием. Господи боже, Дафна, да ты что, спятила? Исказив голос, передразнила она меня. Мой милый Стиви, ты повторяешься. Подумай сам. Почему, собственно, я должна была спятить? Может, из-за моей бесконечной тяги к острым ощущениям? Или, я не знаю, тлетворного влияния телевидения и интернета, как многие любят говорить? Девушка истерично расхохоталась. А может, все дело в том, что я росла сиротой и была обделена родительским вниманием? Последнее, кстати, вполне имеет место быть. Дафна, я ведь тоже был сиротой. Вспомни, нам вместе пришлось пройти через это. Вот именно, вместе. Ведь это твой отец, грёбаный кобель, трахал мою мать. Иронично, не правда ли? Из-за их потрохушек у моего папашки, стоило ему узнать об этом, вконец потек чердак. Ты в курсе, что авария, в которой заживо сгорели эти голубки, была не случайная? Ее мой отец подстроил. Видишь ли, его старик после своей смерти оставил им с братом Тедом автомастерскую. Она снова безумно засмеялась. Смекаешь? Им с братом Тедом. Нужно было лишь дождаться, когда машинке твоего предка понадобится ремонт. Отца, конечно, арестовали потом и посадили. Потому что глупый был, поторопился. Поддался эмоциям. Оставил кучу улик на поверхности. Короче, сам виноват. А вот в тюрьме он и месяца не протянул. Повесился прямо в камере. Твоя мамашка, кстати, не лучше закончила. Наглоталась таблеток. Бедняжка. Дафна вздохнула и делано посочувствовала. Не вынесла предательства благоверного.
Мы с тобой всего этого, конечно, не помним, были слишком маленькими. Зато когда я подросла и стала более-менее соображать, меня нашел Тед. Нес какую-то чушь про то, что брат заменил ему отца, и мы не можем все так просто оставить, а мне было без разницы. Я давно искала виновного в той жопе, в которой жила, и мечтала отомстить, так что спасибо идиоту Теду за помощь в реализации моих потаенных желаний. Ну, а дальше ты в курсе. То есть остров, пикник, господи. Дафна, ты что, спала с собственным дядей? Ради банальной мести? Ох, Стиви, с чего такие категоричные выводы? Ты же нам свечку не держал, верно? Лицо Дафны помрачнело. Ну, поцеловались на людях пару раз, ничего страшного. Это для дела. Я тебе не верю. Я знаю тебя. Ты не можешь быть настолько чудовищной. Почему? Если что, у брошенных детей серьезно нарушена психика, тебе ли не знать? Хотя ты же у нас фантазер. Глазки закрыл и умчался. Тебе не пришлось жить серой мышкой в тени богатеньких чужаков, где ты никто. Пустое место. Сидеть каждое утро возле окна и без конца наблюдать, как приемный папка на лужайке, счастливо улыбаясь, подкидывает на руках дочурку. Свою родную дочурку. Как она смеется, вопит от восторга. Как они обнимаются, целуются. Идиллия. А ты? Ты не нужна. Ты тень. Одна. Всю жизнь одна. Но ничего, я, наконец, дождалась. И теперь нас двое. Дафна, вконец, обезумела. Ее волосы рассыпались по плечам, а в глазах полыхала бесконтрольная ярость. Она смотрела прямо на меня, но, казалось, не видит ничего. Хорошо. Я давно забыл про телефон и сейчас тупо пятился назад к спасительному выходу, надеясь заболтать ее до того, как откроется замок. Если дело только во мне, зачем все остальные? Майк, Лорна. В чем Кэтрин провинилась? А кто сказал, что игра была для тебя? Презрительно скривилась Дафна. Она только для паиньки Кэтрин. А теперь, когда с ней покончено, остался последний штрих. С этими словами Дафна достала из сумки небольшой револьвер. «Дафна!» – прошептал я пересохшими губами и вытянул руки выше, чтобы она их видела. «Ты же не собираешься убить меня?» «Ну, конечно, собираюсь. По-твоему, зачем я здесь? Чокнутый расправился с моими друзьями, хотел убить и меня, но я смогла защитить себя и выжила. Такой план был изначально. А твои напечатанные бредни лишь подтвердят мою идеально продуманную версию. Я ведь не сомневалась, что ты все подробно напечатаешь», – довольно констатировала она. «Ты же у нас писатель». «А Кэтрин? Я не терял надежду добраться до двери. Неужели вы и ее убили?» «Да. Видишь ли, придурку Теду играть стало скучно. Он у нас, оказывается, любитель реальной крови. Он не мотивированный, не такой, как я. У меня были еще планы на нее, но он больной на всю голову, что с него взять? Если тебе будет легче, я, не раздумывая, пристрелила его, сразу как только узнала». Мои ноги подкосились от последних слов Дафны и последующего за ними шока. Слезы нахлынули сами собой, пока я смотрел на ее самодовольное лицо, отказываясь верить услышанному. А потом страх резко исчез. Глаза налились кровью, а ноздри принялись широко раздуваться. Кулаки сжались до треска, и, наплевав на пистолет, я с силой метнул ноутбук в направлении ее нахальной ухмылки. Машинально отмахнувшись, Дафна выстрелила и ошарашенно отскочила назад. Пуля просвистела рядом с моим левым ухом и застряла в стене. Я тут же ринулся к обезумевшей девчонке и, схватив обеими руками за шею, повалил на пол, ожесточенно сдавливая и сдавливая пальцы, пока костяшки не побелели, а она не перестала сопротивляться. С блаженной улыбкой на устах я выключил ноут и довольно прикрыл глаза. Безусловно, концовка удалась на славу. Скажу даже больше, финальная сцена легла на бумагу лучше, чем я изначально планировал. Хотя кого я обманываю? Она легла идеально. Я повернул голову вправо. Дафна, согнувшись в неестественной позе, неподвижно лежала в углу комнаты между стеной и кроватью. На ее шее виднелись яркие пятна кровоподтеков, повторяющих силуэт моих ладоней. Из-под сбившейся косынки и из носа тянулись тоненькие, частично подсохшие струйки крови. Их капли методично капали на белоснежную сорочку, то и дело освещая уже довольно обширное красное пятно. Я брезгливо скривился. «Как же тебе все-таки удалось?»
Еще вчера мне казалось, мой выверенный до мелочей план совершенен. Пригласить на заброшенный остров несколько знакомых, заманить их по очереди в ловушку и спокойно убить. Каждого по-своему. Теда, любителя что-нибудь починить, повесил в старой трансформаторной будке, Лорну и Кэтрин связал и отправил поплавать на лодке с заранее поврежденным корпусом. Забавно они брыкались, медленно уходя под воду. Тебя конкретно огрел молотком. С Майком только пришлось повозиться дольше остальных. Но ничего, вспомнив отрывок текста, усмехнулся я. Я с ним поквитался. Вот только ты выжила. Еще и выбралась с острова. Как? В полицию не пошла. До конца не верила, что я всему виной. Я презрительно улыбнулся. Дура. В дверь неистово застучали, а следом посыпались требования открыть дверь. Наверное, соседи услышали, как ты брыкалась, и вызвали копов. Жаль. Дверка здесь хлипкая, долго не выдержит. Ну и хрен с ней. Главное, книга закончена. Обидно только, что ты уже никогда не прочтешь ее первой. Как это всегда бывало раньше, сестренка. Уверен, тебе бы понравилось.